Привет всем, ARMY! Уже было известно, что BTS проведут прямую трансляцию, которая принесет много интересного для анализа. Помимо обсуждения своего последнего альбома «Arirang», Taekook также подарил зрителям моменты, которые, безусловно, нельзя было пропустить. С самого начала Тэхён и Чингук обменивались взглядами, которые невозможно было не заметить, даже когда они не разговаривали, а другие участники вели беседу. По какой-то причине эти особые взгляды присутствовали на протяжении всей прямой трансляции. Они искали друг друга взглядом, затем отводили глаза, как будто понимая, насколько очевидна ситуация, только чтобы снова посмотреть друг на друга, как будто просто не могли сдержаться. Когда Тэхён начал очень медленно и преувеличенно произносить приветствие BTS, Чингук тут же повернул к нему голову, не в силах сдержаться. Он перестал пить, чтобы просто наблюдать за ним. Он не пропустил ни секунды шуток Тэхёна, пытаясь сдержать смех, который, казалось, возник исключительно из-за него. Хобби подыгрывал, но по-настоящему наслаждался моментом Чингук. Почему-то все, что делал Тэхён, казалось ему невероятно смешным, и в конце концов они оба улыбнулись. На их лицах отчетливо читалось чувство единения, в буквальном смысле. Это было для меня одним из самых прекрасных моментов. Видеть, как Чингук бросает все, чтобы посмотреть Тэхёну в глаза, его улыбку невозможно было скрыть, и тот факт, что Тэхён смотрел именно на него, а не на кого-то другого, делал все это больше похожим на небольшую игру между ними, чем на развлечение для всех. Затем, когда Тэхён упомянул, что секреты альбома будут раскрываться постепенно, Чингук, не задумываясь, посмотрел на него в ответ, хотя Тэхён был на другой стороне. Чингук ответил на его комментарий с забавным выражением лица, как будто действительно понял его смысл. Хобби спросил, как будет происходить раскрытие секретов, и Тэхён ответил, что все будет раскрыто, когда придет время. Пока Тэхён продолжал говорить о вещах, которыми еще не мог поделиться, Чингук наконец-то оценил ситуацию и пристально посмотрел на него. Этот сосредоточенный взгляд заставил некоторых фанатов предположить о долгожданном создании саб-юнита. Казалось, Чингук был полностью поглощен каждым словом Тэхёна, не пытаясь это скрыть. Когда Чингук посмотрел на комментарии на своем iPad, он сказал, что все еще займет некоторое время. Возможно, до выхода альбома, хотя его реакция показала, что он уже все прекрасно понял. Когда Хобби и Чингук снова спели свою версию «Arirang», ту же песню, которую они исполняли в 2016 году, Тэхён не мог отвести взгляд от Чингука. На его лице появилась легкая улыбка, как будто он снова осознал, насколько красив Чингук, что сделало все еще более значимым. Не было ни единого мгновения, когда Тэхён не искал бы его взглядом, как будто смотреть на Чингука было единственным, чего он действительно хотел, и тот факт, что его молчание заставило Чингука подтвердить свое присутствие, заставив его снова повернуть голову, по крайней мере, дал Тэхёну немного покоя. Когда Тэхён начал говорить о странных теориях ARMY, а другие участники шутили на эту тему, Чингук отреагировал немедленно. Услышав голос Тэхёна, он почти неосознанно перестал шевелить ногами. Он не повернулся, возможно, потому что у него уже болела шея от долгих поисков, но он все еще внимательно слушал каждое слово Тэхёна. Когда Тэхён обсуждал процесс создания музыки, Чингук снова вытянул шею, просто чтобы посмотреть на него, медленно прикусив губу, как будто никого больше в мире не существовало. Его взгляд был настолько пристальным, что Тэхён наконец заметил это и ответил взаимностью. Они смотрели друг на друга несколько секунд, пока Намджун не нарушил молчание. Хотя Чингук, казалось, устал от неловкого положения, он оставался полон решимости не пропустить ни единого слова от Тэхёна, пока, наконец, усталость не взяла верх. Он смотрел прямо перед собой, но когда Намджун упомянул концерт, Чингук снова повернулся к Тэхёну, обратился к нему напрямую, объяснил их разные взгляды, и Тэхён быстро ответил, убедившись, что услышал его. Когда Чингук наконец признался, что его любимая песня всегда меняется, он посмотрел Тэхёну прямо в глаза, запрокинул голову назад и спонтанным жестом, почти неосознанно, послал ему легкий воздушный поцелуй, от которого они оба застенчиво рассмеялись, скрывая то, что казалось слишком искренним, чтобы скрывать. Для этого жеста не было логического объяснения, и именно поэтому момент казался таким искренним. Едва заметная реакция Тэхёна и смех Чингука, прикрывающий его рот, говорили больше, чем любые слова. На протяжении всей оставшейся части трансляции Чингук продолжал пристально смотреть на Тэхёна, используя каждую возможность.
даже когда говорили другие участники, даже когда тема менялась, даже когда не было никакой причины, кроме его собственного желания. И, наконец, когда участники прощались с ARMY, прямо перед окончанием трансляции, Чингук снова смотрел на Тэхёна до самой последней секунды, не отводя взгляда, ничего не скрывая. Потому что эти взгляды невозможно подделать, они рождаются из тщательно и с любовью возвращенных чувств, и каждый раз, когда Чингук снова поворачивает голову, даже если это причиняет боль, он показывает, что для него Тэхён всегда будет стоить каждой секунды. И в конце концов, все сводится к одной простой вещи. То, что мы видим на экране, это лишь небольшой фрагмент времени, который они провели вместе, короткий момент, запечатленный камерой, затем интерпретированный зрителями по-разному. Официального заявления не было, подтверждения тоже. Никто не обязан воспринимать это одинаково, каждый ARMY имеет свободу чувствовать и интерпретировать эти моменты в соответствии со своим сердцем. Однако трудно отрицать созданную атмосферу, естественное чувство комфорта, взаимодействие, которое происходит без принуждения, и небольшие, повторяющиеся проявления внимания. Эти вещи не всегда нуждаются в ярлыках, чтобы быть значимыми. Какими бы ни были отношения Тэхёна и Чингука за кулисами, ясно, что они демонстрируют уважение, теплоту и связь, построенную со временем, благодаря репетициям, выступлениям на сцене и совместным поездкам в составе команды. И именно это делает их динамику такой захватывающей для наблюдения. Для некоторых эти моменты – просто демонстрация тесной дружбы, для других – прекрасные примеры эмоциональной близости, а для многих ARMY этого достаточно, чтобы радоваться без споров. Самое главное, эта прямая трансляция напомнила нам, почему BTS так любимы, не только за их музыку, но и за то, как они поддерживают друг друга, слушают друг друга, помогают друг другу и показывают это единство таким, какое оно есть. Поэтому, независимо от теорий, предположений или личных взглядов, давайте наслаждаться этими моментами с умом, без ненависти, без навязывания какой-либо версии, и не забывая о грани между восхищением и предположением. Потому что в конечном итоге BTS будут продолжать двигаться вперед своим собственным путем, и наш долг, как ARMY, поддерживать их, ценить их работу и сохранять это пространство безопасным, теплым и уважительным. Спасибо, что досмотрели до конца. Если у вас другое мнение или интерпретация, пожалуйста, вежливо поделитесь им в комментариях. И, как всегда, давайте с нетерпением ждать, что они представят дальше, вместе, как ARMY. Till I got it, I won't give up till I'm on.